Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Я для вас подготовила очень полезный мастер-класс, как обвязать крючком, планкой, резинкой 1 на 1 горловину. Также такой планкой можно обвязывать пройму. Я связала безрукавку вот таким простым узором. Простая базовая безрукавка в технике поперечного вязания и плюс в технике японское плечо, то есть скос по плечам идет по спинке. И у меня получилась горловина вот такой вот довольно сложной формы. Здесь идут и прямые углы, и закругления. И в этом видео я вам как раз покажу все моменты, как обвязать и сформировать и прямой угол, и закругление для планки. При этом планка получается эластичная за счет узора. Вот она аккуратно оформляет горловину и в то же время не фалдит, несмотря на свою сложную форму. Таким же способом, как я и говорила, можно обвязать пройму. И здесь также сделать вот небольшое закругление, допустим, по верху и по низу, чтобы у вас пройма не топорщилась, тоже немножко сужалась к рукам. И таким же способом можно, конечно же, и обвязать и треугольный вырез, только здесь по низу сделать более заостренный угол. Все, здесь покажу все моменты, как связать такую планочку крючком. И, конечно же, далее будет для вас мастер-класс по вязанию такого базового узора для безрукавки, для кофты, для кардигана. И для моих платных подписчиков ВКонтакте и на моей страничке Boosty будет подробный мастер-класс и подробный расчет для вязания вот данной безрукавки. Такая базовая безрукавка из толстой пряжи, но можно связать из любой, из тонкой пряжи, можно связать как летний вариант из какой-нибудь хлопковой пряжи, вот такую базовую безрукавку или жилет. Ну, конечно, на основе этой безрукавки вы можете рассчитать вязание и кофты, и жилета с разрезом, и кардигана. В общем, далее вот на основе такой базы в технике японского плеча мы будем вязать другие модели. Дорогие рукодельницы, начинаем обвязку горловины планкой. И в начале, смотрите, необходимо по краю горловины выполнить ряд соединительных столбиков, чтобы у вас получился вот такой ровный ряд петель по краю. И далее по этому ряду мы будем вязать планку резинкой. Вы должны провязать ряд соединительных столбиков так, чтобы у вас край был ровный. То есть где-то какие-то ступеньки вы должны сравнять. И причем количество вот этих петель, столбиков тоже должно соответствовать ширине, узору по ширине. Начинаю вязать планку для горловины в самом незаметном месте у центра спинки. Смотрите, здесь я уже провязала планку для проймы, и начинала я по низу проймы планку вязать. И вот здесь потом идет соединение начала и конца планки. И в принципе соединение малозаметное, поэтому здесь на спинке тоже будет малозаметно такое соединение начала и вязания. Начало и завершение вязания планки. Делаем начальную петлю на крючок. И здесь в центре спинки заводим крючок вот за кромочную петлю и провязываем через кромочную петлю как соединительный столбик. Далее набираем цепочку воздушных петель на высоту планки. Я буду вязать планку на высоту 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. У меня планка получается примерно 3 сантиметра, но у меня толстый крючок, крючок номер 7 и, соответственно, толстая пряжа. А вы можете вязать планку на любое количество воздушных петель. Смотрите, 5 воздушных петель я набрала. Далее для вязания первого лицевого ряда набираю еще плюс 1 воздушную петлю. И пропустив вот эту петлю, с 5 петли, вот 5 петли цепочки, начинаю вязать, завожу крючок за вторую полупетлю, соединительные столбики. И провязываю первый ряд 5 соединительных столбиков. 3, 4,
и 5. Далее смотрите, вводим крючок в следующую кромочную петлю и провязываем еще один 6-й соединительный столбик. И по сути этот 6-й соединительный столбик у нас будет как петля подъема для вязания следующего ряда. И здесь мы поворачиваем вязание наизнанку. Вот отступаем вот этот соединительный столбик и со следующей петли вводим крючок за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда и провязываем соединительный столбик. И второй ряд мы должны провязать в обратном направлении 5 соединительных столбиков. 3, 4 и 5 столбик. Далее я сразу делаю одну петлю подъема для вязания следующего ряда уже по лицевой стороне. Поворачиваем вязание. Здесь я вязание кручу по кругу, то есть мы постоянно будем крутить изделие, чтобы связать планку. И начинаю вязать уже третий лицевой ряд. За вторую полупетлю вот одну воздушную петлю пропустили, со следующей петли вторую полупетлю вводим крючок и провязываем 1, 2, 3, 4 и 5 соединительный столбик. Обязательно считайте количество столбиков, провязанных в каждом ряду, чтобы у вас планка получилась ровной. Провязали ряд, получается, к изделию, и далее соединительный столбик из следующей кромочной петли. Повернули вязание наизнанку, перекрутили. И начинаем вязать по изнанке здесь за вторую полупетлю предыдущего ряда 5 соединительных столбиков. 3, 4, последнюю петлю не теряйте, 5 и плюс 1 воздушная петля. Поворачиваем вязание и тоже повторяем за вторую полупетлю предыдущего ряда 5 соединительных столбиков. 4, 5 и здесь к изделию за кромочную петлю соединительный столбик вместо воздушной петли подъема. Поворачиваем вязание наизнанку и 5 соединительных столбиков. 3, 4, 5, 1 воздушная петля, сразу можно провязать, петля подъема для следующего ряда, поворачиваем и 5 соединительных столбиков к изделию. 3, 4, не теряйте крайний столбик. Иногда он полупетля затягивается последнего столбика, 5 и плюс за кромочную петлю соединительный столбик. И вот уже, смотрите, провязалась планка на несколько сантиметров. Так я вяжу планку, повторяя лицевой изнаночный ряд. И в следующий момент я покажу, как с помощью укороченных рядов выполнить закругление планки, вот, допустим, по месту, где у вас угол горловины. Итак, дорогие друзья, следующий момент показываю, как оформить угол планки. Здесь можно сделать угол под 45 градусов. И смотрите, здесь вот за 2 петли кромочных до вот угла начинаем формировать укороченные ряды. И с одной стороны и второй стороны вот этого угла. И смотрите, если у вас планка выше, то есть мы вот так вот линейкой можем прочертить острый угол. Если бы у меня была планка выше, то я бы начала, допустим, за 3 или еще выше, там за 4 ряда начинать вязать укороченные ряды. Мы сначала вяжем укороченный ряд вот здесь вот, допустим, прочертив линейку, я вижу, что следующий ряд укороченный, который идет к краю планки, я провяжу 4 петли
и далее 2 петли. То есть таким образом вы можете визуально определить, сколько вам петель и сколько рядов укороченных провязать для формирования угла. Это правило будет действовать и для одной, и для второй стороны, так как здесь у нас прямой угол. По углу мы провяжем один полный ряд. Итак, здесь я провязала ряд направления к изделию. Как обычно, из кромочной петли соединительный столбик на изнанку, и здесь самый длинный ряд на 4 соединительных столбика. То есть один столбик просто я не довязываю до края. Далее 1 петля подъема, вновь поворачиваю вязание и теперь вяжу ряд уже к краю. Тоже 4 столбика в обратном направлении. 3, 4 столбик за вторую полупетлю и из кромки соединительный столбик. Это у нас получается как первый укороченный ряд. Ряд вверх и ряд вниз, как 2 ряда. Далее вяжу на 2 столбика. Второй укороченный ряд. 2 столбика вверх, плюс сразу 1 воздушная петля. Поворачиваю. И 2 столбика к изделию вниз. 1, 2. И получается в следующую кромочную ввожу крючок, провязываю соединительный столбик. И теперь вот самый угол. И здесь я провязываю ряд вверх и ряд вниз на всю длину планки. То есть здесь я по предыдущему ряду провязываю 2 столбика. Далее, смотрите, ввожу крючок вот эту вот вершину, вот в ниточку вершину укороченного ряда и за полупетлю на ряд ниже еще 2 столбика, вновь в ниточку укороченного ряда вершину и плюс еще 1 столбик, то есть 5 столбиков на всю высоту. 1 воздушная петля. И провязываю назад 5 столбиков. Назад это к изделию. 1, 2, 3, 4, и 5 столбик. Не теряйте, крайний столбик может затянуться. И из кромки, здесь уже у нас идет вторая сторона, из кромки соединительный столбик. Теперь смотрите, по второй стороне в начале укороченный ряд на 2 столбика, а следующий укороченный ряд на 4 столбика, и далее на всю высоту планки, точно так же как этот ряд я показала, соединяем и продолжаем вязать уже по прямой стороне планку на всю высоту без укороченных рядов. Смотрите, далее у нас идет такой закругленный угол горловины, и здесь я тоже покажу, как оформить планку по закруглению. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала планку до закругления. Сейчас буду показывать, как рассчитать, сколько укороченных рядов и какие ряды провязать для закругления. И вот показываю, как выглядит угол, вот который мы провязали с помощью укороченных рядов. Вот он получается как угол и аккуратно смотрится. Вот смотрите, примерно таким же способом можно провязать, если у вас треугольный вырез горловины, но там даже угол будет еще острее, возможно, нужно будет сформировать 3, а не 2 укороченных ряда. То есть здесь у нас более тупой угол. Если треугольный вырез горловины, там будет более острый вырез, но с помощью линейки вы можете тоже это все обрисовать и определить. Далее формируем закругление по круглому вырезу. Смотрите, здесь, если измерить по нижней границе, вот оно начало закругления и вот завершение закругления, вот эти вот укороченные ряды. И здесь я измеряю примерно 9 сантиметров. Да. По верхней границе планки, смотрите, если я вот так вот продолжу линию, здесь всего будет примерно
4 или даже 4,5 сантиметра, то есть в 2 раза меньше здесь радиус. И это значит, что через один ряд я здесь буду вязать укороченные ряды. Но укороченные ряды буду вязать до середины планки. То есть 3 петли вверх и 3 петли вниз. Следующий ряд у меня будет полный 5 петель вверх, 5 петель, 5 столбиков вниз. Далее вновь 3 петли вверх, вниз. И так буду чередовать. И таким образом у меня до верха будет доходить вдвое меньше рядов. И в 2 раза меньше будет вот внешний радиус вот этой планки. И здесь даже можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кромочных петель, на которых я буду вязать вот эти закругления. То есть 5 рядов пройдет до верха. Вот смотрите, вяжу ряд в обратном к изделию, полный ряд, еще здесь 5 соединительных столбиков. 5-й столбик всегда вот такой затянутый. И далее из следующей кромочной петли первая петля закругления, соединительный столбик, поворачиваю. И здесь вверх провязываю всего 3 столбика, то есть до середины планки. Здесь мы не будем формировать угол, поэтому будет такое плавное закругление. 1, 2 и 3. Сразу 1 петля подъема, поворачиваю вязание уже по лицевой стороне, вяжу к изделию. И здесь тоже вниз 3 столбика за вторую полупетлю, не забывайте. Вот крайний столбик тоже тут затягивается, 3. И из следующей кромочной петли соединительный столбик провязали. И получается, через укороченный ряд следующий ряд идет полный. И поворачиваю вязание. И мне здесь нужно 5 столбиков провязать. Вот по укороченному ряду 3 столбика. Далее ввожу крючок вот в вершину укороченного ряда, вот в эту ниточку, которая идет по косичке петель. И еще 2 столбика за вторые полупетли на ряд ниже, вот до края планки. 1 воздушная петля и поворачиваем вниз. И здесь мы вниз провязываем тоже 5 столбиков. 3, 4 и 5 столбик. Все, соединительный столбик. И далее повторяем 1 укороченный ряд. Вот видите, укороченный ряд. И следующий полный ряд. Итак, всего у меня будет 5 повторений. Смотрите, если у вас будет, конечно же, другая плотность вязания, другая высота планки, то вы точно так же определяете, на каком расстоянии и на какой высоте вы должны сколько провязать укороченных рядов. Вот и все. И далее по прямой стороне вяжу вот здесь внизу горловины планку прямо. По второму закруглению то же самое, делаю укороченные ряды. Далее вновь по заглублению горловины тоже прямо здесь участок, здесь формирую угол и довязываю, вот получается, до начала вязания. И здесь покажу, как уже соединить начало и завершение и конец планки. Итак, друзья, я заканчиваю обвязку горловины. Как вы видите, горловина плотно, вот планка облегает контур. И в то же время край горловины остается эластичным за счет узора резинки. И в то же время он не будет фалдить. И смотрите, вот так смотрится закругление и уголки. Поэтому вы можете обвязывать резинкой, такой планкой, любую форму горловины или проймы. Кстати, здесь я провязала пройму вот без закруглений, и она немножко топорщится. Буду перевязывать, и здесь тоже выполню закругление наверху и внизу вот с помощью укороченных рядов, так же как здесь на горловине, чтобы немножко планка горловины стягивала вот эту пройму
к краям, и не будет эта планка топорщиться. Буду перевязывать эту планку. И сейчас показываю, как завершить вязание планки. Здесь я уже из последней кромочной петли провязала, получается, ряд вверх. И смотрите, здесь мы должны ряд вниз провязать по лицевой стороне, но мы здесь вяжем по изнанке соединительный ряд. И смотрите, соединяем мы начало и конец планки. Здесь я сделала одну петлю подъема и провязываем вот за полупетли начала и вторая, получается, полупетля завершение, то есть последний ряд, и вводим крючок за 2 полупетли, провязываем соединительный столбик. И здесь 5 петель, 5 соединительных петель провязываем и заканчиваем вязание.